Изолента Лайф. У нас Марьяна Наумова, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу, которая сегодня просто звезда, ну просто звезда во всех соцсетях, во всех телеграм-каналах. Твой ответ не Чемберлену, но Арнольду Шварценеггеру. Но не только сегодня, Оля, не только сегодня звезда. Нет, ну сегодняшний этот ответ разошелся, конечно, очень мощно. И мы у себя в телеграм-канале тоже в изоленте опубликуем, чтобы все зрители могли целиком его посмотреть, потому что там 7 минут. Не будем сейчас в эфир ставить целиком. Петр, тебя не слышно. Да. Не страшно. Я говорю, что надо сюда, в YouTube уже можем его выложить, ничего? Можем, мы везде можем его выложить. Да, мы полное обращение выложим. А ты нам расскажи, пожалуйста, то есть я просто сейчас зрителям краткую расскажу предысторию, что ты в 2015 году, собственно, общалась со Шварценеггером, он тебя поздравлял с победой в турнире, да, вот наши режиссеры вывели эту фотографию с тех пор, и ты тогда ему дала фотографии и письма детей из Донбасса, которые они тебе передали, когда ты была на Донбассе, и ты ему их вручила, и он сказал, что он поработает над этим, да, что он их изучит и поработает над этим, и тем не менее, вот он буквально 2 дня назад опубликовал тоже у себя в соцсетях обращение, в котором он, значит, пытался открыть глаза всем россиянам на то, что происходит на Украине, это я так дословно. Вот дальше я все отдам тебе, расскажи, пожалуйста, как ты восприняла это его обращение, да, что решила записать свой блистательный ответ. Ну, вообще надо сначала, наверное, рассказать такую предысторию. Она, возможно, чуть-чуть затянутая, но все-таки с Донбассом я связана уже очень давно, на протяжении 8 лет. Я первый раз туда поехала, когда была, наверное, еще даже ребенком, подростком. Мне было 14 лет, и я просто ходила в школу, не задумывалась ни о чем, ездила там на свои соревнования в Америку, каталась, выступала, все было круто, была самой сильной девочкой в мире. Но потом я как-то увидела какой-то репортаж, и я подумала, как так сейчас, в данный момент, где-то буквально там в 70 километрах от границы России идет война. Я не верила в это, и мне хотелось просто посмотреть, увидеть это своими глазами. Потому что все эти репортажи по телевизору выглядели как какой-то снятый фильм. Вот, и я, в общем, нашла пути канала, никто меня не мог туда отправить. Говорят, да как ты сейчас туда поедешь, там идет война, никто не может помочь пересечь границу. В общем, все это очень сложно. Но я как-то вышла на какую-то журналистку, она меня там с кем-то связала. В общем, у меня получилось туда поехать. Я говорю, мне нужны какие-то школы, я хочу поехать именно к детям. То есть рассказать им просто о спорте, как-то их отвлечь чуть-чуть вообще от вот этой ситуации, потому что дети все равно должны оставаться детьми. Несмотря на любую ситуацию, дети хотят там во что-то играть, что-то узнавать новое, там, спортом заниматься, как-то развиваться. И я, в общем, туда поехала, быстренько накатала пост в социальные сети, говорю, ребята, так, подписчики, я сейчас еду на Донбасс, кто хочет, присоединяйтесь, купим там боксерские груши, перчатки, какие-то мячики, чтобы детей как-то вообще отвлечь и направить на занятия спортом. В общем, все подсуетились, собрались, и мы поехали на таком небольшом джипе, на машине, просто в какую-то темень, в какую-то глубь и вообще на какую-то авантюру подписались. Потому что мы приехали на границу с Россией, и просто она была пустая, нас очень тщательно досмотрели, и оттуда вылезали какие-то репортеры с НТВ, которые буквально пару дней назад меня снимали после там соревнований или чего-то. И они говорят, Марьяна, так, у нас инсайд, там сейчас в четверг будет бомбежка, куда ты едешь, мы вот тут вообще-то в брониках, а ты какая-то дурочка едешь туда на войну. Я говорю, ребят, я уже не могу, я там уже договорилась со школами, меня ждут дети, там как-то учителя рассказали, директора, в общем, я не могу слиться. И я поехала туда, на границе, получается, мы пересекли российскую границу, и границы ДНР не было, то есть была просто темень, глубокая ночь, из кустов вышел какой-то мужик с пулеметом, говорит, так, Наумова? Я говорю, да. И
буквально там через 2 минуты подъехали ополченцы на джипах и говорят: так, слушай внимательно, если начнется обстрел, ускоряемся, то, сейчас едем в казарму, ночуешь. Меня поселили в какую-то комнату самурая, просто бойца, где куча каких-то автоматов, пистолетов, магазинов. Я сижу, думаю, блин, куда я попала? А тебе Честно. 14 лет там, 14 лет. Да, я вообще. думаю, да, и я вообще вписалась. Зачем? Вот, но потом утром я зашла в первую школу, за мной еще шли толпы охраны, потому что непонятно, что вообще ожидать. Я зашла в школу и увидела просто детей, которые бегают на перемене, которые бегут в столовку за булочкой, и у них звенит звонок на урок. Мы там что-то пообщались с директором, они рассказали, какой прилет был, откуда, что, куда, что разрушилось. И потом я просто увидела этих детей, которые здесь учатся во время войны, несмотря ни на что. То есть изучают школьную программу, живут какой-то своей обычной жизнью. Мы с ними говорили о спорте, об общественной деятельности и в целом, что спорт можно использовать не только как спорт для зарабатывания званий, медалей, это все очень банально и скучно. Спорт можно всегда использовать для своих целей, не только для здоровья, например, в различных сферах, да, продвинуться. Ну вот как Шварценеггер, я всегда ставила его в пример. Говорю, вот у меня кумир, занимался спортом, снимался в кино, потом пошел в политику. Говорю, вот, ребята, круто. И потом как-то это все пошло по накатанной, и вот на Донбассе я задержалась на 8 лет, скажем так. Я, считай, там выросла, потому что я приехала, считай, мелкой девчонкой в 14 лет. Сейчас мне уже скоро 23 года, и для меня большая честь, что меня наградили званием почетный гражданин ДНР. Да, у меня было... Пушилин лично вручил тебе. Да, и мы очень хорошо были знакомы с Захарченко Александром Владимировичем. Он прям для меня стал таким новым героем нашего времени, потому что от него реально исходила какая-то лютая энергетика, и он не был просто, как, знаете, глава республики, с которым ты идешь, и все так на него смотрят. Я просто смотрела в глаза людей, видела какую-то надежду, и улыбки, и слезы, что вот этот человек может как-то помочь и вывести Донбасс куда-то. Вот, в общем, я там познакомилась со многими людьми, приобрела многих друзей, к сожалению, многих из них потеряла. И вот как раз Захарченко я обещала, что, несмотря ни на что, я не брошу детей, буду ездить. Вот, и как раз в 2015 году я уже 2 раза была на Донбассе за это время. И у меня такая идея возникла, мне прям дети писали в контакт, говорят, Марьян, ну ты же с Арнольдом, наверное, увидишься, тебе постоянно везет, ты с ним часто видишься. Я говорю, ребят, ну действительно, наверное, так и будет. И они говорят, ну вот мы тут просто вот рассказ себе напишем, как мы вот здесь живем. Просто какие-то сообщения я копировала, там старые, аудио переслушивала. Они мне фотографии подарили, рисунки свои. И я это все перевела на английский, сложила в конверт, распечатала. И везу это в США. Вот. И удалось встретиться с Арнольдом. Как раз тогда я выжила свой самый максимальный вес, 150 килограмм. Да, это было очень круто. На тот момент я была самой сильной девочкой в мире. И я могла подойти к Арнольду, что-то ему сказать, что-то попросить. И вот у меня была задача, такая уже ответственность, передать эти письма. Мы стояли с ним, общались. Это всегда было очень в какой-то, знаете, как в замедленной какой-то реальности, потому что я стою, смотрю на него. Думаю, блин, я общаюсь с кумиром миллионов людей, нескольких поколений. У меня отец ходил в качалку, смотрел на него, занимался. Я выросла. И я говорю, Арнольд, вот я была на Донбассе, там война. Говорю, вот, держи письма, вот мне передали дети. И он говорит, да, окей, я с этим поработаю. Я говорю, ну давай. И вот на протяжении этих лет я ждала хоть какой-то реакции, но, конечно, в глубине души я понимала, что, скорее всего, не позволит это сделать его политика страны и в целом его ситуация. Но все-таки какая-то надежда у меня оставалась. Вот. Но потом, после его обращения, он очень классно его начал. Я ваш друг, мой кумир Юрий Власов. Вот он мне подарил эту кружку. Все так красиво. Я думаю, давай, скажи хоть что-то хорошее. Я жду от тебя.
Но потом он начинает говорить: я вам расскажу всю правду. В итоге никакой правды я не услышала, кроме того, что там ваше правительство вам врет. Ну окей, я вот 8 лет на Донбассе. Я это все видела своими глазами и в основном всегда рассказываю о том, что я видела, что я слышала. Ну, что мне тут врут. И я очень расстроилась, и единственный вот там аргумент был про то, что Зеленский еврей, а это, ну, знаете, и типа в Украине нет нацизма только из-за этого. Ну да, Я он очень сказал, да, я просто сейчас расстроилась. нашим зрителям расскажу, да, потому что из его уст это звучало, что Украина не могла начать войну, и на Украине нацизма нет, потому что у Зеленского отец еврей, и вот его братьев убили, соответственно, значит, нацисты. Вот это из его уст был аргумент того, что нацизма на Украине нет, и Украина эту войну начать не могла. Просто вот... Да, и я потом это послушала, я как раз вот эти дни болела очень сильно, вообще не могла говорить, думаю, блин, надо сейчас делать, ответить ему, все у меня внутри, все это всполыхнуло, я думаю, так, сейчас я напишу текст просто о том, что я видела, что я знаю, потому что я могу об этом рассказывать. И я вот написала, рассказала, и это прям как-то очень распространилось по всем телеканалам, все звонят сегодня целый день, все распространяют, и я все-таки надеюсь, что как-нибудь до Арнольда это дойдет. И, может быть, когда-нибудь я снова поеду в Америку, и мы с ним снова увидимся. В общем, такая вот история, друзья, очень сказочная, в том числе необычная, но, как оказалось, реальная. Ну, я на самом деле зла на Арнольда не держу, потому что благодаря ему я все равно стала тем человеком, которым я стала, там, спортсменкой, общественным деятелем. Для меня больше это важно, потому что все равно надо разделять человека и его образ. Как образ он был классный, и на него можно было равняться. Ну, возможно, как человек он не оправдал мои ожидания, грустно. Но... Разочаровалась, да? Зачаровалась, ну, как в человеке. Да, есть такой момент. Но хотя я могу его понять. Сейчас, например, я всем говорю, друзья, вот сейчас в нынешней ситуации очень важно быть сплоченными и поддерживать всегда народ и страну вот в таких ситуациях, которые бывают. И, возможно, он, как патриот своей страны, считает также и поддерживает свое государство. Поэтому я не могу его осуждать за это. Но я его пригласила на Донбасс. Да. Вот он в Ирак ездил, да, как бы там со спортсменами, с военными общался, проводил тренировки. Ну, Донбасс, честно, я думаю, не страшнее Ирака. Поэтому примет приглашение, нет, посмотрим. Ну, Да, слушай... у меня, конечно, от этого вот некоторые эмоции по поводу разочарования в кумирах. Хотя, с другой стороны, я вот, например, ну, умом-то прекрасно понимаю, что, конечно, он находится в мире американской политики, он не последний человек, ему понятны там простые решения. Может быть, он сам, может быть, попросили, может быть, еще что-то. Ну, то есть там система ценностей, это понятно его, и он, к сожалению, не будет вникать, ждать от него, что он будет вникать, разбираться, ну, наверное, нет. Там вообще это не очень принято. Вот, к сожалению. Да и жизнь так устроена тоже. Да, вы абсолютно правы, я вам скажу, да, что действительно, к сожалению, вы очень рано этому научились, и дай бог каждому разделять образ героя, персонажа от личности. Это разные совершенно вещи зачастую. Петр, тем более еще в обстоятельствах каких-то. Да? Но он мог записывать это сообщение, а мог не записывать это сообщение. Понимаешь? И это две большие разницы. Не, ну его же не заставили, слушай. Он Можно от души, вопрос? так сказать, он вот Вот у мне него кажется, там если бы он наболело. увидел эти фотографии хотя бы, он бы не стал его записывать. Если бы он увидел Кристину, которая, ну вот Мадонна, да, то, что называется Горловская Мадонна с дочкой Кирой, он бы не стал записывать этого сообщения. Поэтому, к сожалению, я думаю, что он просто не открывал те фотографии. Ты знаешь, вот стал бы или не стал, непонятно, потому что я не понимаю, искренне не понимаю, на кого это сообщение ориентировано. Ориентировано оно на американцев, которых нужно... На россиян, да, ты думаешь, Марьяна? Ты думаешь, ну, конечно, на россиян? к россиянам обращается. Было, конечно, к россиянам, но само вот этот призыв к действиям я не услышала никакое. Что выходите против войны? Он сказал, что на улице выходите. Выходите на улицы, да, вот он говорил, что, мол, даже показывал, там, выходите на улицы, митингуйте, вот это все. Хотя при этом он сам же говорил, что я отговаривал идти на Капитолий, но вам я говорю, идите на улицы. Это было дословно. Ну, давайте, да. Правда, в одном предложении буквально.
Ну, да, но тут есть один нюанс. Что если так задуматься, вот поколение моего сына, 21-25 лет, они знать не знают, кто такой Шварценеггер, и знать не хотят. То есть им это просто неинтересно. Они не смотрели его фильмов. Для них это какая-то, какой-то артефакт из прошлого. То есть что-то, что бегает вместе еще с одним Сталлоне каким-то, еще с каким-то одним еще старым пердуном, извините, и снимают 15-й фильм про какую-то команду, которая куда-то там летает и кого-то там убивает. Причем дети, они же не смотрят это. Это нам интересно, поколению 50, 45 плюс, скажем так, да, вот. Я бы не сказал, что мне вообще кто-то интересен из любых кумиров. Нет, я имею в виду кино, это интересно было. Кино мне я не так как-то вот это не обобщай. Знаешь, нет, все равно эта фигура очень серьезная в мире шоу-бизнеса и вообще как так называемый лидер мнений, это фигура мирового масштаба. Как ни крути, интересно это там кому-то или нет, в общем... наверное, спорить не буду. Слушай, а я тебя еще хотела спросить, я просто вспомнила, что это же не твое, не единственное. Ты у нас вообще такая, как же эту девочку-то звали, которая в Америку ездила, помнишь? Да, в Россию ездила Саманта Смит. Саманта Смит. Вот ты у нас такая Саманта Смит, потому что... Там еще была Катя Лычева. Катя Лычева. В обратную сторону. В обратку ездила. Потому что Катя Лычева была лучше, чем Саманта Смит. Конечно. Я поспорил бы. В Саманту Смит были влюблены все пионеры Советского Союза. Поголовно. Я в Алису Селезневу был влюблен. Ты рос в Петербурге и ел черную икру, мы это уже помним. Писала письма, и всегда это работало. Я так в Северную Корею попала, в Сирию. В общем, я много где побывала. Ничего себе. Слушайте, вы молодец, конечно. А где вы еще были и почему в Северную Корею захотели поехать? Вот тоже было интересно. Я помню, там Собчак что-то выставляла, мол, закрытая страна, не попасть. Там, если заговорят с туристами, расстреливают. Я думаю, да что ж такая за страна-то? Ну и тем более я придерживаюсь левых идей, комсомолка, и мне постоянно все говорили: ты что, хочешь жить как в Северной Корее? Я думаю, ну что ж у вас там за Северная Корея-то такая? В общем, написала я письмо по посольству на имя Ким Чен Ына, и как-то буквально через недельку мне уже говорят: приезжай. Я приехала, и ничего, никаких страхов, ужасов я не увидела. И как тебе там? Она все чистенько, аккуратненько, никаких бедных, каких-то забитых людей нет. Все очень опрятные, работают, очень любят своих вождей. Я буквально их 3 имени выучила за 3 секунды пребывания в Северной Корее. Попробовали бы не выучить. И в Сирию я также попала. Кстати, за неделю до начала нашей операции в Сирии, просто вообще по случайности, просто написала письмо Башару Асаду и приехала поддержать наших военных. Тогда я просто приехала еще посмотреть ситуацию, и буквально через неделю как раз началась наша военная операция. И потом я уже к солдатам приезжала, но в целом смотрела обстановку, и как бы там все не наговаривали на Башара Асада, там, где он есть, там реально круто. Там работает 4G интернет, там всякие эти школы, спортивные сооружения, все работает. Там в шаттлах, я была в Алеппо, и там, знаете, все на генераторах, все привозное, вода. И просто натянут какой-то шатер с генератором, и там уже какие-то проводятся даже соревнования. То есть государство отвлекает детей от войны. Чтобы они не бегали там по этим всем разрушениям, не попадались на мины, чтобы они были здесь и занимались спортом. И меня это все очень поразило, и я реально встречалась там с его женой, с Башаром Асадом. С ним еще не встречалась, с женой его встречалась. И она говорит: мы с мужем смотрели твой репортаж, круто, молодец, спасибо. Я думаю, здорово. Слушай, я про что начала говорить, ты писала Надежде Савченко, да, по-моему, чтобы детям ДНР и ЛНР разрешили участвовать в соревнованиях. Да, расскажи, чем это, во что-то вылилось, чем-то это завершилось, как-то это помогло? Да, была такая история, чтобы детям ДНР и ЛНР разрешили выступать на соревнованиях. И там очень сложная история. Я, в общем, дозвонилась, но я так поняла, я сначала разговаривала с ее сестрой. Она, я как поняла, была ее помощницей, и они говорили чисто на украинском языке. Я, соответственно, очень плохо понимаю, какие-то, может быть, слова. И она говорит, и потом резко, потом я уже в записи переслушала голос, что голос поменялся, интонация поменялась, а мне казалось, что это говорит всего один человек.
и резко на меня какая-то агрессия вылилась на украинском языке. Я ни слова не понимаю. Потом уже говорила, там, можете перевести мне вообще диалог, что там она говорила. И оказалось, что после ее сестры говорила Надежда Савченко, там, мол, Марьяна, вы все там виноваты, ваш Путин, и все такое. Я думаю, ну ладно, я хотя бы попыталась, вот, но ничем это, к сожалению, не закончилось. То есть она на тебя вылила ушат всякого нехорошего. Ну, как-то да, волну негатива я получила в свою сторону, а не какую-то помощь и поддержку. Но попытаться стоило. Я как бы всегда стараюсь достучаться до чиновников там с любой стороны и делаю это по сей день. Но сейчас, правда, это такая очень модная тема, и сейчас все, наверное, рванут в Донецк. Но главное, чтобы эта помощь была реальной, а не просто ради какого-то хайпа. Потому что мне очень обидно, что все эти 8 лет я там говорила некоторым спортсменам, говорю, вы можете просто со мной приехать в школу, не надо там идти куда-то на баррикады, там что-то говорить в интервью даже, просто поговорите с детьми. Они говорят, Марьян, понимаешь, у нас вот здесь контрактик есть, здесь у нас соревнования в Америке через месяц, мы не можем. Зато сейчас я смотрю, как эти спортсмены поддерживают и наверняка уже скоро приедут. И, в общем, мне немножко обидно, неприятно, поэтому если сейчас они это все делают, я надеюсь, что они делают это искренне и будут приносить реальную какую-то помощь. Я не могу не прочитать комментарий. Напомню нашим зрителям и Марьяне тоже, что мы помогаем пострадавшим на Донбассе совместно с Храмом Воскресения Славущего на Успенском Вражке. И наши зрители в этом благотворительном проекте участвуют. Отправляем нам в Donation Alerts разные совершенно суммы денег. Они там могут задать платные вопросы или комментарии оставить платные. Вот, соответственно, наш постоянный зритель по имени Мимо проходил, ну тут каждый пишет, как считает, нужным, отправляет 5000 рублей на благие дела и пишет от уроженца Мариуполя и от моих друзей и близких со всего Донбасса. Спасибо Марьяне за все. Вот спасибо большое. Очень много теплых слов в ваш адрес, да, все даже не зачитаешь, действительно благодарят, говорят, что вы золотая девушка, и побольше бы таких, и все такое. Ну и, конечно, красоту вашу тоже отмечают. Спасибо большое. Слушай, я читаю еще волну негатива в свою сторону, про какую-то пропаганду, но если бы люди хотя бы чуть-чуть посмотрели мой профиль и увидели, что я занимаюсь 8 лет просто тем, чем занимаюсь, очень обидно слышать в свою сторону, что я там что-то делаю, как пропагандистка какая-то. Слушай, вы на них не обижайтесь. Ты не боишься, что вот сейчас у нас, допустим, там Сергей Корякин был, если знаешь, шахматист, гроссмейстер, да, очень много спортсменов, которые сейчас попадают в опалу, и которых там их отлучают от соревнований, ну вот в той форме, в какой могут это сделать, да, там Никита Мазепин, если знаешь, вот пилот, он гонщик, да, вот его команда исключила из своего состава, ну, то есть такие гонения на спортсменов и на музыкантов, на кого только нет, но на спортсменов это очень стало практически такая практика вот сегодняшнего дня. Ты как-то боишься этого, или ты, в принципе, уже себя находишь в другом, и дальше твое развитие уже в другом состоит? Ты уже приняла это? На мой пик я это все пережила, то есть я уже там стала самой сильной девочкой, у меня был самый хороший результат, и потом просто я поняла, что, ну, конечно, вот это вот все круто, да, вот эти все медали, звания, но когда я вижу вот улыбки детей, потом мне их пишут родители там ВКонтакте, и говорят, Марьяна, спасибо, что приехала. Я вот ребенка записала на секцию в школу, куда ты привезла там спортивное оборудование. И там сейчас тренер тренирует этих детей, и они шлют фотки там с этих шведских стенок. И просто пишут столько слов благодарности. Я думаю, да и хрен с этим-то, если честно. На самом деле другое важно. Потому что важнее быть человеком, как бы звание, медали, это все круто на самом деле, но мне важно там какое-то вот признание, в том числе и от народа Донбасса. И я это получила, и мне очень важно быть частью этого народа. Здорово. Слушай, спасибо тебе огромное. Просто, правда, большие ты делаешь, маленькие дела, которые идут по большому пути к хорошему, да, вот этим, потому что это же каждый ребенок, это каждый, фактически спасенный ребенок, морально хотя бы, что он может заниматься спортом, он может отвлекаться, он чем-то может жить в это время как-то. Я знаю, у вас многие привозят, вернее, ты привозила с собой тренера, который, в принципе, не требует, то есть воркаут, да, который вообще не требует никакого оборудования. Да. То есть... Это донецкие парни вообще.
Это ребята с Донецка очень часто просто мне пишут, говорят: Марьяна, мы знаем, что ты приедешь, можно мы просто с тобой поедем, там поможем разгрузить. Я говорю: да, пожалуйста, ребят, приезжайте. И на самом деле очень много талантливых и спортсменов, да и все дети Донбасса. Вот мы как-то раз приезжали в Дебальцево как раз буквально после освобождения, там, через месяц. Там люди, недавно сидели в подвалах, и мы такие приехали на центральную площадь, там что-то, какая-то музыка играет, эту штангу привезли, дети просто еще вот так стоят, думают, что вообще с нами сейчас будут делать. Но я только их чуть-чуть вообще как-то растормошила, и там маленькие дети лет 7, маленькая девочка такая, София, выходит в розовом каком-то пуховичке, жмет эту штангу. Я думаю, да как так? И причем так реально все дети Донбасса, вот мы были, получается, больше 120 школ я уже посетила, каждый ребенок, у меня не было ни одного ребенка, который не смог бы выжать эту штангу. И реально очень много детей, жажда жизни у них такая. Вот. Закаленных, да, и очень взрослых из-за всей этой ситуации. Вот, я надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что мы победим. Я очень надеюсь, что украинский народ как-то образумится, потому что у меня тоже есть родственники в Одессе. Я тоже хочу туда приехать. Но с 2014 года меня внесли в список террористов, отняли все звания украинские. Я была мастером спорта Украины, я была даже в книге рекордов Украины. Да. С 2014 года я почетный гражданин миротворца, скажем так. Вот. И то есть у меня нет никакого негатива к обычному народу. Там тоже мои родственники, как, наверное, не то что половины России, там у каждого второго. Я тоже хочу туда приехать и просто там сходить на море, пообщаться с родственниками. Мне кажется, никто не желает какого-то зла. Просто так случилось, и по-другому было никак. Просто уже реально, как сказать, обстановка накалилась до такого, что по-другому было никак. Да, приедете. Вот очень много, я могу сказать. Я думаю, да. Комментариев, комплиментов тебе говорят в чате очень-очень много, какая ты большая молодец, и все тебя благодарят. Я тебе передаю просто, вот зачитываю. Очень спасибо большое, очень приятно. И тебе спасибо большое. Прям. Спасибо большое, Марьяна, что пришли к нам сегодня в этот трудный для вас, я так понимаю, день с точки зрения. Да, я честно, прям вообще супер активный, но мне это нравится. Я очень рада, что люди слышат, говорят хорошие слова. И я очень надеюсь, что правда победит. Сейчас до Шварценеггера дойдет, и он, может, с тобой в Донбасс еще поедет, если... Да, я думаю, что дойдет. Вы знаете, я сегодня записал видео на фоне вот той дичи, которая творится в медийном пространстве Украины, где люди высказываются, выходят, тут доктор, там, этот сегодняшний в кавычках, да, там какая-то еще там вот эта вот, я не знаю, как Марина, она там, да, это вот, которая тоже выступила по телевидению. И вот на этом фоне ваше выступление, да, сегодня. То есть вот с нашей стороны ваше выступление, а с их стороны вот это вот. И я не удержался, и сегодня вот это дело все людям донес, рассказал. И, конечно, огромное количество благодарности и понимания того, что мы делаем правильное дело. И вот вашими устами сегодня, грубо говоря, было сказано то, что простым языком было сказано то, что мы делаем правильное дело, наше дело правое, и мы победим. Однозначно. И вы съездите в Одессу, и вернут вам все звания по Украине, и я практически в этом уверен, и будут еще победы, и участие, и все, что только можно. Вот, поэтому спасибо вот от меня лично, спасибо вам огромное за то, что вы сделали, и будете делать, и делали в прошлом. Это просто что-то нереальное. Я бы добавил чуть-чуть пафоса, но такого искреннего. Я думаю, что вот Трофим начал, когда говорит, что вашими устами сегодня, и мне прямо в голову пришло, вашими устами сегодня действительно разговаривала Россия. И это вот с точки зрения вот кто мы, кто они и так далее. И это действительно очень круто, это дорогого стоит. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Марьян. Ну что, все тогда, спасибо. друзья? Надеюсь, еще увидимся у нас в эфире. Но мне надо дочитать сообщения, которые Давай. есть у нас, с вашего позволения. Да. А я одну вещь, можно я скажу одну вещь? Да хоть две. Я знаю, что она в эфире уже звучала, но я все-таки не могу не поздравить Сергея Викторовича Лаврова с днем рождения. И это все само собой, многие поздравляют. Но слышали, вспоминал Константин Косачев, да, как когда Лаврова назначали на эту должность министра иностранных дел, он
ну как посетовал в узком кругу, что, мол, самые важные вещи-то, самые кардинальные изменения уже произошли, и ему-то остается уже только быть свидетелем какого-то спокойного течения дипломатии. А вот сейчас, значит, он вспомнил эти свои слова и сказал: а я, похоже, ошибался. И на самом-то деле все самое-самое важное вот сейчас и происходит, я имею в виду в глобальном смысле. Так что с днем рождения, Сергей Викторович, вот лично от меня. Вы не то, что не пропустили, и не то, что не свидетель, а вашими руками все-таки делаются очень-очень большие вещи. Да уж. Да уж. Человечество, так сказать, меняется. Ладно. Читаю сообщения, их много сегодня. После того, как Петр сказал, начали задавать вопросы. Напомню, что в Donation Alerts можно это делать, и подписываться надо и на YouTube, и на ВКонтакте, на наш. Так. Я все записал, Снежан, все прочитаю. Спасибо большое. Злой опер отправил 200 рублей. Просто Снежана мне подсказывает, за что ей огромное спасибо. Вы этого не слышите, а я слышу. Злой опер отправляет 200 рублей. Нет вопросов. На добро. Спасибо большое. Денис Балакин, 100 рублей. Уважаемый Петр и Трофим, прокомментируйте, пожалуйста, события в Херсоне. Кадры просто жуткие. Спасибо за труд. Я не видел кадры, честно скажу. Если кто-то видел, прокомментируйте, пожалуйста. Что там я не знаю, что там происходит. Ну, там тоже не знаю. Все равнозначно ужасно, поэтому я даже не знаю, что там особенного в Херсоне, того, что нет, допустим, в Мариуполе и так далее. Там примерно... К сожалению, мы не в курсе. Сейчас Петр, может быть, посмотрит, пока я задаю вопросы. Я видел только из Киева, как сегодня уничтожили там вражескую технику наши. Егор Максимович или Максимович, не знаю, 20 шведских крон молча. Нет, не молча, извините, да. Там нашего блогера Кирилла Федорова задержали в Риге, пишет он. Да, про это много да, сейчас мы пишут. Видели. Разгон митинга в Херсоне, но ничего там особенного. Ну, ввели комендантский час вот в Херсоне тоже сегодня. Вот в Херсоне, сейчас посмотрим, что там было. Так, далее, да, я пока вы смотрите, читаю пока, да. Зоя Якименко 1000 рублей отправляет молча. Зоя, спасибо, вы нас регулярно поддерживаете, помогаете. Максим Куликов 500 рублей. Андрею Борисенко космический привет за космос без политики. Спасибо большое. Денис отправляет 150 рублей. Ребята, осветите, пожалуйста, новость, что в Латвии задержали блогера канала «История оружия» в Ютубе Кирилла Федорова, который имеет пророссийскую позицию по подозрению в государственной измене. Его стримы о спецоперации собирают миллионные просмотры, а на телеграм-канал подписано более 600 тысяч человек. Вот. Это, вероятно, было, пока мы были в эфире, потому что я такой новости сегодня не встречал. Да, задержали его, это я видел, да, это многие писали. И Екатерина отправляет 100 рублей. Автора одного из главных русскоязычных YouTube-каналов по военной тематике Кирилла Федорова арестовали в Риге. Европейские власти хотят обвинить его в госизмене из-за пророссийской направленности его роликов. Так, Игорь отправляет 1000 рублей на перековку Шварценеггера. Да. Злой опер 200 рублей. Уверен, Арни не стоит гнобить. По моему понятию, почему такое его мнение? Марьяна супер. Не знаю, не очень понял, как-то незаконченная формулировка, на мой взгляд. Но вторая часть нас устраивает. Да, Арканум 13 шекелей, спасибо большое. Марьяна супер, Изолента, спасибо за знакомство. Да. Максим Куликов, еще 500 рублей. Марьяна нереально крутая. И Александр Громыко, 5 фунтов стерлингов. Спасибо большое. У меня, собственно говоря, все. С точки зрения комментариев. Еще раз напомню, что нужно подписываться ВКонтакте на нас. ВКонтакте. Там ссылка прямо сверху над чатиком. Подписывайтесь. У нас там очень хорошая трансляция. И куча всяких опций. Там свой чатик есть. И вообще ВКонтакте очень выросла как сеть за последние годы. Но в Ютубе тоже можно подписываться. Мы тут живем пока, и все хорошо. У нас более-менее. Ну что, друзья мои, будем прощаться. 10-й час. Да, у этого Федорова-то проблема серьезная. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и госизмене в Латвии. Так что там все серьезно. Ну, конечно, тоже думать надо. Он, да, действительно, у него мощный канал. Там, я его не видел, но смотрю ролики там по миллиону просмотров. Такие позитивные, пророссийские по операции.
Ну, жалко. Жалко, да. Но будем смотреть, что будет. Ну, тут, понимаете, тоже мы придаем это гласности, конечно, но мы понимаем, что помочь ему сейчас реально, я даже не знаю, чем и кто сможет. Вот. Ну, может, МИД наш как-то может. Нет, никак. Тут нет вариантов, да? Ну, там обменять на кого-нибудь. Там. Ну, не знаю, на кого, как это МИД его обменяет, с какой стати? На кого? Ну, я не знаю, как это делается, честно. Нет, это не делается никак. Я уверена, что просто задерживают и все. Все, что может. Так он гражданин Латвии, какой он МИД-то причем? Тогда да. Ну да. Мы просто стро подумали, что у него российское гражданство есть. Нет, если у него госизмена, то он гражданин Латвии, очевидно. Изменил-то он кому? Если бы у него было российское... Нет, ну тут МИД, а что МИД сделает? Тут ничего не сделаешь. Тут только адвокаты, если там в Латвии будут. Ну, это серьезно. Ну, там у них может быть и как-то... Ну, хотя вот в нынешних условиях, мне кажется, это будет показательная история. Да. К сожалению. Да. Ну, будем наблюдать за этим делом, поговорим, может, кого-то из специалистов позовем по этому вопросу. Да. Спасибо тогда. Чего? Ну, я, кстати, смотрю, у нас много зрителей за рубежом нас смотрят. Я в Европе. Хочу сказать, вы будьте, голову включайте. Надо понимать, что идет война. Да, идет война между Россией и западным миром. И там будьте аккуратны, что вы пишете там и так далее. Прилететь может в любой стране. Потому что украинские эти самые не дремлют товарищи, они просто засылают запрос, заводят дело и все, и привет горячий. Вот, так что будьте аккуратнее, сейчас времена такие, что надо думать, чего делаешь. Вот, иногда не стоит от того. Там проще промолчать. Даже на информационном фронте есть что там без вас справиться. Вот. Но, опять же, не надо свою жизнь, мне кажется, подвергать угрозе, если вы находитесь, тем более, в таких демократических странах, как прибалтийские. Да, это точно, это точно. Берегите себя. Это вам не в России тут. Да. В Восточном Мордоре, да. Так что, нет, будьте аккуратны, берегите себя. Ладно. Ну что, спасибо огромное. Оля, ты прекрасна. Ты прекрасна. Петр Алексеевич, ты прекрасен. Трофим Викторович, вы прекрасны. Чего не скажешь о тебе? Я так и знал, что ты так ответишь. Ладно, завтра... А я потому что за правду, понимаешь? Завтра в 9 утра разберемся, кто прекрасен, а кто не очень. Я в 5 встаю вообще-то. Ну ладно. А я в 7. Я сегодня злой, я сегодня не ел ничего, поэтому я сегодня вообще... я понял. Надо себя заставлять, Петр. Не, я, наоборот, себя заставляю, это сегодня у меня разгрузочный. Вот. Ну ладно, давайте, счастливо. Давай, до завтра. Всем пока-пока. Пока.